Всем привет и добро пожаловать на канал. А у нас в семье пополнение. Вот такие вот комочки, 50 штук. Здесь у нас разные виды. Есть и полубройлеры, доминанты и голошейки даже вот есть. Вчера было уже темно и не успел дать селитру на все ряды помидор. Поэтому сегодня еще добавляю. Осталось еще 3 ряда где-то. И нужно успеть, пока еще не пошел дождь. А то что-то эти тучи мне совсем не нравятся. И ветер что-то усиливается. Поэтому надо поторопиться. Вот это одна клубника, которую я оставил на новом сорте. Она уже полностью созрела. Поэтому нету смысла ее больше держать. Ну, по размерам не сильно она и выросла. Не очень большая. Ну, мне кажется, это потому что новый куст только в этом году посаженный. А судить нужно будет уже на следующий год. А это результат ранее посаженных семян баклажанов на рассаду. Не все взошли, конечно, но это зависит, скорее всего, уже от семян. Красной лампочки еще нету, поставили обычную 100 ваттку. И видно, что им еще холодно. Сбились все в кучу. Ну ничего, до вечера подготовим уже. А вон там он вдалеке бежит к нам на огород наш постоянный сосед. Каждый раз он прибегает к нам, потом по огороду и забегает во двор. Я все думал, откуда он прибегает. Оказывается, с той стороны. Интересно, почему постоянно к нам во двор? 11 часов ночи, а я хожу, выключаю. Рыжик. Идем. Все, купили красную лампочку. И теперь вот так уже намного лучше. Они себе спокойно лежат, не сбиваются в кучу. И так им будет намного теплее. На улице уже стало довольно тепло, поэтому нету смысла больше держать цыплят в помещении. И можно их уже выпускать на улицу бегать. А в этой клетке как раз идеально. Тенек есть, земля, поэтому здесь им будет как раз очень хорошо. Так, Рыжик очень сильно заинтересовался, что это там такое. Поэтому сейчас будем делать проверку. Первым у нас проходит проверку Барри. Но я в нем вообще не сомневался. Ему до цыплят вообще нету дела. Ему главное, чтобы корм был. И все. А там птицы, мыши, цыплята ему вообще по боку. А вот и подходит следующий клиент на проверку. Рыжик также проверку прошел. Цыплята испугались, но главное, что он их не трогает. Может, он это при мне просто их не трогает, но на всякий случай еще понаблюдаем. Еще раз финальная проверка. И нет, ему абсолютно не интересно. Поэтому официально Рыжик проверку прошел. А ты чего сидишь? Ты смотри, не хочешь слазить. Давай слезай. Нет, так удобно, да? Ну хорошо, посиди пока. У меня на капусте появилась проблема. Это белая тля. И в чем проблема? То, что ее ничего не берет. То есть уже 2 раза проходила опрыскивателем с отравой, но ей по боку вообще. Поэтому будем искать другие варианты, чтобы ее убить. Это смотрите, как она выгрызла всю листву.
Фух, давно я так не бегал. Мне надо что-то другое думать. А то такие игры в салочки уже не для моего возраста. Сегодня я весь день занимаюсь картошкой. У нас было буквально неделя или 2 недели чисто дождей, поэтому сюда вообще не можно было зайти. А потом припекло немного солнца, и весь бурьян просто как на дрожжах вырос. Теперь мне нужно вручную все это пройти. Вот здесь еще не прошел, а вот этот ряд уже прошел. Сначала вручную повырывать весь бурьян, а потом уже пройти сапой. А самая главная проблема здесь из этого всего бурьяна вот эта вот зараза. Вот она. У нас она называется чертова трава. Ну, это, скорее всего, не ее название настоящее, но это пошло в народе. И не зря. Потому что эта зараза, я вам сейчас покажу. Вот, если ее рвать, корень просто обрывается и остается в земле. Если его достать всего, у него где-то длина 2 метра. А иногда бывает и 3 метра. И он остается в земле. Ты верхушку срываешь, но толку никакого, потому что он прорастает заново. И он разрастается очень быстро. Буквально 1 капля воды и все. И он опять весь вырос. Вот, сейчас покажу. Вот здесь проходили и плужанкой, и сапой. И вот. Ему без толку. И не вырывается корень. Вот просто обрывается и все, и дальше растет. И так весь огород. И с ним сделать вообще ничего невозможно, кроме отравы. Нельзя эту траву назвали чертовой. Мне кажется, если в аду и растет какая-то трава, то вот именно это. Что ее ничего не берет. Вот. Просто обрывается стебель и все, корень остается. И сейчас мы будем поливать картошку, потому что она пошла, засохла вся, трещинами пошла. И он через пару дней опять вырастет. И опять по новой все нужно будет делать. Весь период роста жука колорадского не было, но уже в финальной стадии его появился. Вот от этой вот гадины мелкой потом вырастает колорадский жук. Уже заметил очень много таких вот личинок, но стебли уже выросли, так что уже они большого вреда не нанесут. Но все равно нужно делать вот так вот. И нет жука. И вот тут вот мелкая зараза. Надо будет покропить потом. Так иногда на некоторых кустиках появляется вот эта вот мелкая гадина. Уже подавил. Штук 10 кустов, наверное, было. Из всего поля. Нашел клад. Колорадский жук запрятал. А я нашел кладка яиц колорадского жука. Нам такое не надо. И нет жука.
На сегодня работа по картошке завершена. А завтра, если будет хорошая погода, нужно будет уже пройти еще раз сапой. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и до следующего видео.